Hey guys, с вами Ice Nice. Ну что ж, друзья, сейчас возьму интервью у Адрена, который перешел команду как раз-таки Virtus.pro из команды Vanguard. Привет. Привет. Ну, собственно, как раз-таки первый вопрос. Были уже слухи до того, как вы официально перешли в Virtus.pro. Возможно, для кого это уже не стало такой серьезной прям бум новостью. Как вы сами на это отреагировали? То есть вас собрали как-то вместе, сообщили вам об этом? Как это происходило? Да, я не знаю, как эта новость появилась, потому что они сами не знали, вообще понятия не имели, что происходит. Мы приехали в Казахстан, мы сидели у нас в офисе «Авангар», сидели, обсуждали, и к нам пришел наш CEO, мы с ним обсудили какие-то детали там внутри команды, и он говорит: ребята, сейчас я вас познакомлю с главным группой Virtus.pro, и они хотят как бы нас приобрести, купить. Так вот. И мы сказали: да, окей. Он говорит: посмотрите, говорит, если там как вы по ощущениям, говорит, давайте. То есть переход был такой интересный для нас. Первый раз такой в моей карьере, что все было так настолько идеально, гладко и все было согласовано. Вот как раз ты сам сказал, что впервые в карьере. Насколько я знаю, ты уже при этом за цвета Virtus.pro уже выступал. Да. В 2012-2013 году. Можешь вспомнить, как это было? Это было круто. Я помню, мы собрались еще в самом начале с Ангелом и собирали состав. Мы взяли Кучера, взяли Вовкина, по-моему, и Крафтика, мы и начинали играть, но что-то не пошло. Мы взяли потом братьев Столяровых, Фокса и Досю. И тогда-то и началось наше восхождение. Не знаю, у меня связывали только позитивные эмоции с Virtus.pro, потому что мы выиграли тогда Непов, которые 87-0 шли. И это было круто. И единственное, что это, когда вот меня, грубо говоря, убрали с состава, когда мы были на пике, это было как-то, для меня было это не очень приятно и нелогично. То есть зачем развалить команду, которая уже была как бы в топе. Вот эту тему поднял, я чуть-чуть позже к ней вернусь. Но при этом, смотри, получается, вот был Virtus.pro 2012-2013 год, ты был в организации, сейчас 2019, переходящий в 2020. Ты можешь сравнить то время Virtus.pro и сейчас? Какая разница? Ну, в данном случае, наверное, про организацию мы говорим. Да, разница вообще колоссальные, размеры, вообще масштабы Virtus.pro увеличились. Само имя Virtus.pro, оно стало громче и звучать так именито. Вообще все изменилось, Counter-Strike все в целом изменилось и стало только лучше. И как бы мы тоже все изменились, стали только лучше. Хорошо, немножко о результатах поговорим. Смотри, в данном случае я говорю про Эпицентр сначала. Вот, в первый день вы были близки к победе над Mouse Sports, но немного не повезло, на третьей карте и до пух чуть-чуть не дошло. Вот, а во второй день у вас был крутой камбэк против Форзов на второй карте, но и там как-то у вас игра не шла. Вот вы уже успели разобрать ошибки? Мы еще не разбирали ошибки командно, мы разбирали ошибки каждой индивидуально, смотрели, там, что пошло не так. В этот день эти команды были лучше, чем мы. Это игра, тут с этим ничего не поделаешь. Сегодня выигрываешь ты, завтра выигрывает тебя. Где-то больше везло, где-то меньше везло. Это такой процесс. Я не думаю, что мы играли очень плохо. Мы играли хорошо, да, в некоторых ситуациях сказалось волнение, возможно. То есть были нотки волнения и чуть-чуть такая небольшая суета была. Поэтому я думаю, что это сказалось как раз-таки на результате. У вас нет ощущения, что у вас вот какой-то пошел спад? У всех все-таки бывают спады по форме. Вот у вас вроде как мейджор второе место, бласт вы выиграли. Может быть, у вас как-то так после этого пошел спад, плюс еще тут смена тега, получается, тоже обстановки. Как вам? Может быть, больше времени нужно? Честно говоря, возможно, пошел спад, но я не люблю это звучит как отговорки, что пошел спад, не спад. Да, мы стали играть хуже со времен мейджора и последнего выигрыша в Бласта. Могу сказать одно, что мы не отдыхали точно. И я считаю, что в современном Counter-Strike команде нужен отдых. И чтобы восстановиться после всех перелетов, после долгих буткемпов, опять же, отдохнуть друг от друга. Мы этого не сделали. Возможно, это был наш косяк, из-за того, что мы не взяли такой небольшой перерыв между турнирами, чтобы как-то восстановиться и потом обратно начать заново играть. Мы продолжали играть еще больше,
И, конечно же, это проявлялось тем, что наше желание находиться в топе, и мы хотели стать еще лучше. То есть мы проиграли финал мейджора, соответственно, мы должны больше готовиться, чтобы выиграть в следующий раз Астралис в финале. Но я чувствую, что мы чуть-чуть перегорели, но это все исправимо. Я думаю, что в 2020 все будет намного лучше. А вот какие у вас, кстати, турниры в 2020 будущее ждут? У вас же есть примерно уже, может быть, расписание? Пока еще без понятия, мы будем только разговаривать вот через несколько дней вообще о расписании, о чем, а на следующий год что будем делать, как все будет. Смотри, вот такой момент скорее уже ближе к тебе отнесется, чем к команде в общем. На момент твоего прихода в состав на тот момент «Авангард» команда уже показывала неплохие результаты. Выигрывала турниры, там, битиры не только. Но, наверное, им не хватало опыта, скорее всего, по крайней мере. Многие из игроков там, в 2017-2016 году только в профессионалы, скажем так, начали показываться. Можно ли сказать, что, по сути, весь опыт заложен в тебе в команде? Ну, я бы так не сказал. Ребята 2 года провели на буткемпе. Они очень целеустремленные, работящие. Я думаю, что когда я пришел, я просто привнес им какую-то долю пазла, которой им не хватало, чтобы дополнить всю картину. Не скажу, что весь опыт строится на мне. У них, у всех колоссальный опыт. У них нет опыта в каких-то моментах, которых нужно испытывать годами, не знаю, вот возрастом. И в этих ситуациях я постараюсь помогать команде. А так, команда сама по себе опытная, у них есть своя точка зрения на игру, свой стиль, и поэтому это круто. Ну вот смотри, я все-таки приведу сравнение с Дотой, как бы я не хотел сравнивать. Вот. В Доте говорят, что на сегодняшний день много игроков, которые умеют нажимать кнопки, то есть играть в целом, но при этом нужна синергия, нужна команда. Можно ли так сказать про Counter-Strike? Конечно. Сейчас все умеют стрелять, все умеют хорошо двигаться, но важно то, как ты ведешь себя в команде, то, какая у вас синергия в команде, и в целом атмосфера. Это очень сильно влияет, и самое главное, это доверие внутри команды. Ты можешь быть бесконечно крутым игроком, хорошо двигаться, хорошо стрелять, но если ты не доверяешь своим тиммейтам, пока с кем ты играешь вместе, или у вас какие-то терки постоянные, которые непродуктивны. Я знаю, что есть споры, где они, как говорится, в спорах рождается истина. Вот. А если ты просто споришь, потому что у тебя эго большое, то это к ничего хорошему не приведет. Поэтому да, я согласен с тем, что командная игра и синергия – это очень важный аспект в Counter-Strike в сегодняшний день. Можно ли считать самым ярким примером Астралис? Конечно, Астралис – это самый главный пример вообще для всех команд во всем мире, что именно та вера, тот успех, которого они достигли, это не за счет каких-то индивидуальностей, или там кто-то хорошо стреляет или хорошо играет. Просто они из-за того, что хорошо собраны, так сказать, по частям. Каждый игрок отдельная личность, и они вместе дополняют друг друга. А при этом, ну, по крайней мере, у меня, может быть, такое мнение сложилось, то, что часто у команд может классно идти игра, есть результат. Потом бац, неожиданно игрок то ли уходит, то ли его кикают. И дальше команда уже без него ничего не показывает. Вот в Counter-Strike это, наверное, яркий пример ENCE. То есть у них был игрок, они его убрали, и у них все. Они не показывают результат, который у них был на одном из мейджоров. Да, это для КС это привычное дело. Здесь, я могу сказать, возникает очень много разных ситуаций, может возникнуть. Начиная от того, что не договорился с организацией по контракту, организатор решила тебя просто убрать, потому что, так она решила, потому что ты не поладил с игроком или у тебя произошли какие-то внутренние личные конфликты, кто-то с чьей-то девушкой где-то там, то есть невозможно играть в одной команде с кем-то. Вот, то есть причин бывает много разных. Допустим, игрок может вообще сказать, что если я звезда, я не хочу играть вместе с этими игроками. То есть такое тоже бывает. И очень много разных факторов, которые портят как раз такие хорошие коллективы. Но, не знаю, это часть Counter-Strike, оно есть, оно будет, мне кажется, пока игроки сами не повзрослеют, когда игра сама не повзрослеет. То есть она будет длиться. Я знаю, что очень много примеров, мне рассказывали со спорта, где 2 игрока могли между собой спорить, но это было лучшим дуо, поэтому... Компромисс находили? Да.
То есть они могли в жизни друг друга ненавидеть, но на поле они были лучшими, поэтому в игре то же самое, может быть. И как бы я к тому, что и с организацией бывали там терки, допустим, у какого-то игрока, и все равно они становились лучше. Ну, я не знаю, это такое. Это скорее уже от личности зависит, да? Да, это уже зависит от личности и от ситуации, которая происходит, но мне кажется, это не исправить. Думаешь, не исправить? То есть нельзя как-то перевоспитать? Вот, например, приходит у тебя какой-то игрок молодой, там, ну, согласись, много вундеркидов, которым 15-16 лет, приходят уже в профессиональную команду, то есть, ну, по сути, их еще можно исправить, в отличие там, от 20-летнего, который уже сформировался какое-то свое мнение, и он уже не хочет менять. Сложно, это зависит от всего, опять же, от индивидуальности, это даже игра молодая, и поэтому только испытывать, когда потом в ближайшее время, я думаю, что это будет продолжаться, ну, то есть оно будет, этому и есть место быть. И как бы это печально, конечно, но над этим надо работать. Можешь сказать, что вот определенный опыт в киберспорте пригодился тебе в жизни? Возможно, некоторые аспекты, которые я приобрел в Counter-Strike, в киберспорте в целом, они мне помогли в жизни. Например, можешь какой-то привести? Я не скажу про себя лично, что прям, скажем, я стал четче выражать свои мысли, чем раньше. Я перестал быть, то есть говорить то, о чем я думаю сразу. То есть я сначала подумаю, а потом говорю уже. Это тоже мне помогает. Мне помогло именно то, что я нахожу компромисс внутри команды. То есть стараюсь найти, по крайней мере. И бывают моменты, когда ты должен засунуть свое эго куда подальше, чтобы был результат. И не думаю, что если бы в Counter-Strike этого не приобрел, я в жизни бы это было бы мог быть печальный и очень сложный опыт. Поэтому, да, для многих игроков я знаю, что Counter-Strike помогает именно в плане раскрепощения. Они находят себя, они становятся увереннее, они находят друзей. И это классно. Ну, коммуникация, то есть поддерживается. Как ты вообще в целом проводишь свое время? Ну, многие же как-то отдыхают от Counter-Strike. Кто-то прямо отдыхает от Counter-Strike и вообще из него не уходит. А кто-то все-таки отвлекается как-то по-другому. Вот как ты? Сейчас, я последние 2 года, у нас было очень много рутины, игры, мы очень много готовились, и времени на отдых вообще не было. Но вообще я люблю отдыхать, если это, как только что сказала, вообще не касаться игры, полностью отвлечься. Но не получается полностью отвлекаться от игры, все равно в каких-то моментах думаешь про игру. Да. То есть, если научиться прям полностью отключаться от игры, то это было бы круто. У вас нет такого, как у многих команд, там, не знаю, может быть, у вас прям в графике прописано то, что вот спортзал, вам там надо поддерживать физическую форму. Все-таки физическая форма очень сильно решает. И у вас нет такого, что там кто-то по своему желанию, кто-то по графику ходит? И есть такое по своему желанию, то есть я там тоже по своему желанию ходил, но это очень сложно, если у тебя такие графики перелетов. То есть тяжело войти в этот тонус, да, если ты там занимался спортом полгода, скажем, и потом ты начинаешь летать столько, тебе легче адаптироваться, когда прилетаешь, ты легче ходишь там в местные спортзалы, и тебе адаптироваться легче. Но если ты не занимался эти полгода, или, там, скажем, ты всего лишь месяц занимался и начинаешь много летать, намного сложнее переосилить себя, заставить идти на турнир, потому что тебе нужно сохранить еще свою энергию внутреннюю и вообще физическую, чтобы играть на турнире, чтобы не устать там под конец дня. И при этом тебе нужно держать в форме, и поэтому это сложно все совмещать. Ну и, собственно, напоследок, спасибо, Андрей, за интервью. Какие-то пожелания фанатам, пришествия Нового года, праздников? Желаю всем счастливого Нового года. Ставьте цели на 2020 год, достигайте их и будьте дружелюбными и болейте за нас. Спасибо.